В общем, опять дельфирнули не туда. Вот я жмарю в такой вот висячей позе на карниз, чтобы выбраться обратно к девчонкам. Так, нависает и отбрасывает. Думали, что спуск здесь, но оказалось, что не здесь. Теперь вот обратно. 50 метров. Вот так. Я боялась без тебя точить, ты же мне потом сказала, что я неправильно точу. Идея пойти вообще женской командой куда-либо появилась еще зимой. Я правильно делала? Я снимаю вот эту. Всех, наверное, эта идея заворожила в тот момент. Были сомнения, естественно, что там женская команда, там, а потянем ли мы, а вообще как там летом. Там же, может быть, камни сыпят, это же Кавказ. То есть были какие-то сомнения, мы начали изучать информацию, но практически в первый, там, во второй день все участники нашего чатика согласились с этой идеей. Там больших, долгих раздумий вообще не было, просто сама идея зайти на Ужбу, наверное, всех очень сильно впечатлила. Вместе мы решили вписаться в эту идею. Восхождения женской группы, они сложнее, чем мужской. У меня был опыт восхождения в 2018 году, где мы пробовали ходить первопроходы в районе пика Кызыл-Аскер втроем. Было очень тяжело, там рюкзаки были по 29-27 у нас килограмм на подходах, и я запомнила, что женский альпинизм это как-то вообще просто невероятно тяжело. И после того выезда на несколько лет решила, что мне пока хватит, и больше я не хочу. Но как бы команда подобралась прям такая супер классная, я решила, что нельзя упускать свой шанс, поэтому активно там тренировалась последние полгода, как мы решили, что все-таки пойдем, и готовилась, чтобы не быть отстающим звеном в команде. Там был такой момент, траверс около 8 метров, где нужно было пройти там на трении немножечко совсем, ну и дальше уже начиналась опять хорошая трещина. Я часто ходила в смешанных командах, и, наверное, в подобной ситуации я бы попросила бы точно меня сменить, ну, потому что такой уже был вечер, я была не очень уверена, пролезу я быстро, не пролезу я быстро, вообще
Но тут как-то, так сказать, пришлось лезть самостоятельно, и я прям поняла, что на самом деле, ну, девчонки реально могут все, главное вот не думать про то, что ты не можешь, а просто делать. В общем, вот этот 8-метровый траверс мне очень запомнился в плане провески. Дальше уже были простые веревки, но вот эти 8 метров, если бы я была в смешанной связке, я бы точно попросила меня сменить на лидерстве. После 2 дней лазания, когда мы забрались уже на столб, оставалась нам, так скажем, последняя предвершинная башня, и вот она немножечко пугала. Когда мы поставили палатку, и она была прям вот уже перед нами, этот микстовый угол, выход, последние жандармы казались какими-то такими пугающими. На тот момент уже накопилась какая-то изрядная усталость. И казалось, вот мы уже так близко, но в то же время еще так далеко от вершины. Мы уже столько проделали такой путь. Конечно, в тот момент немножечко волновало вот последние вот эти веревки, последний день, когда нам надо было выходить. И когда мы вышли в последний день на восхождение, наверное, этот день был самым сложным за все время восхождения. Это не первая холодная ночевка в моей жизни, у меня там были несколько ночевок в Улутау, еще там была холодная ночевка в Кизях. Ну, на самом деле, на холодной ночевке самое страшное, это вот как бы заставить себя начать двигаться утром, потому что когда ты вроде там в оцепенении сидишь, кажется все более-менее, но вот утром встать это самое тяжело, требует каких-то нереальных там морально-волевых усилий. И мне кажется, что я прям первая начала разговор про то, что все-таки нам нужно оставаться и ночевать, потому что мы не угадали с первым дюльфером, не вышли на станции, поэтому было очень опасно продолжать спускаться дальше, потому что, так скажем, комфортная сидячая ночевка могла превратиться в некомфортную висячую, в случае, если бы мы там, например, не смогли сдернуть веревки в темноте или спустили бы какие-то камни. Поэтому мне казалось, что точно все будет хорошо, просто вот насколько будет вот этот вот уровень холода был, конечно, непонятно, но вроде прогноз был хороший, поэтому я не сильно переживала по поводу того, что мы там доживем до утра. Папа, на прием. Да, на приеме. Как ваши дела? У нас пошел дождь, снегодождь, в общем, погода жопа, но мы держимся. А вы не хотите продолжить дюльферить? Ну, смотрите, просто вы наверху, на вершине Ушбы, как бы сейчас надвигается шторм. Холодно, у вас нету ничего с собой, как бы, мне кажется, логичнее продолжить дюльферять, можете и в ночи. Смотрите, есть вариант спасателей вызывать, но они как бы смогут только с вершины вас забрать. То есть это вам туда обратно идти. Если вы продолжать дюльферять не в состоянии, то вот как бы, возможно, стоит рассмотреть такой вариант. Окей, тогда
оденьте все, что у вас есть, там шапки, перчатки, садитесь и каждые 1,5 часа связь. В какой-то момент небо стало освещаться молниями, ну прям такое, как вот показывают в фильмах, на полнеба, но грома не было. И мы очень активно обсуждали, вот я сидела рядом с Оксаной, по поводу того, вот интересно, молния без грома, она как? Ну вот более опасна для человека или менее опасна? Ну то есть типа убьет сразу, и ты вообще ничего не заметишь? Или наоборот, можно просто полюбоваться и не думать о том, что каким-то таким неприятным последствиям может провести. И дальше пошел снег, вот это было прям совсем неприятно. У нас не было никакого тента с собой, мы там прикрылись накидкой на рюкзак, прикрывали ноги, и на самом деле она реально очень сильно грела, потому что если вдруг у тебя там 10 сантиметров ноги оказалось уже не под накидкой, то прям было сильно холоднее, чем с ней. Вот, снег, конечно, ну, добавил, так сказать, нервозности к ночевке, потому что мы несколько промокли, не было там горячей воды, и пришлось прямо, так скажем, скремниться, чтобы вот досидеть до утра. Мне там даже удавалось в какие-то моменты подремать, но прям сильно спать не хотелось. Нужно было там ставить будильники, чтобы выходить на связь, говорить, что мы там живы, не замерзли, там типа все в порядке, там начнем спуск, как только рассветет. Как прошла сегодняшняя ночь? Было холодно? Бодряще, да. Да, было бодряще. Бодряще. Горы Ужба, Южная. Залезли по маршруту Мышляева 6А категории сложности. Уху! Погода жопа, мы начинаем спуск.